Я обычно делаю так, 1 к 3. Вы можете взять любую емкость, от маленького стаканчика до большой кружки и даже до литровой кружки, если это вам необходимо. 3 кружки муки и стакан кипятка. Кипятка именно? Кипятка. Насыпаем 3 кружки муки просеянной в удобную емкость. Чайная ложечка соли. Куркума на кончике, для того, чтобы тесто было желтое и красивое. Кроме того, это природный антибиотик. Затем столовая ложка растительного масла, для того, чтобы не заветривалось тесто. 1 яйцо. На 3 стакана 1 яйцо. Перемешиваем все лопаточкой. Пока перемешиваем лопаточкой, включаем чайник, для того, чтобы был кипяток у нас. Ждем, когда закипит водичка. Небольшое углубление. Наливаем кипяток в кружку и выливаем в серединочку. Потом тихонечко лопаточкой перемешиваем. Вот когда немножечко так оно остынет, выкладываем тесто на стол. И потом на столе продолжаете Да, замешивать, да? и на столе продолжаем нашу работу. Его надо хорошо помять, то есть хорошо с ним поработать, чтобы оно было более эластичнее. Я обычно где-то так делаю 50-60 нажимов, да. Тогда уже точно достаточно. Получилось вот такой консистенции. Тут видно, что оно не гладкое. Для того, чтобы оно было гладкое, как у меня говорила бабушка, ему надо немножко отдохнуть. Мы его накрываем пленкой, чтобы оно не заветрилось. И в холодильнике отдыхать? Нет? При комнатной температуре? При комнатной температуре. Сколько будет отдыхать? 30 минут минимум. Тесто готово, оно отлежалось, отдохнуло 30 минут и готово к работе.